Всех приветствую. Обзор, прогноз криптовалют. Начинаем с биткоина. По биткоину со вчерашнего дня мы продвинулись еще наверх, и все идет в рамках плана. Напомню, что у нас есть тут два сценария, они оба наверх, две зоны, розовая рамочка, красная рамочка, и есть совпадающая область, и пока все идет в рамках сценария. Долго останавливаться на биткоине не будем, чтобы посмотреть побольше монет. Смотрим эфириум. По эфириуму мы подобрались вплотную к зоне, которую отмечали ранее, к зоне, где стоит присмотреться к развороту. Сейчас, после того, как мы сюда уже подошли, можно рассмотреть, какую же структуру мы сформировали. На данный момент рынок нам показывает, что здесь, скорее всего, развивается волна 5, и это была волна 1-2. Сейчас мы идем в третьей волне пятой волны, и давайте отметим, куда стоит ее ожидать. Если это действительно так, если это действительно третья волна, то ее зона находится вот здесь. Мы как раз таки получаем здесь дивергенцию. Вот ее расчетная зона. Мы сюда пришли. Стоит быть внимательным. Отсюда возможен разворот небольшой, так сказать, откат. После чего в рамках пятой волны ожидается поход наверх. Давайте отметим предполагаемую зону. Если, например, мы развернемся прямо отсюда, то вот она, зона коррекции, куда мы можем сходить, после чего отправиться снова повыше. По эфириуму вот такой прогноз. Глянем Ripple. По Ripple здесь никакие зоны уже невозможно отметить. В принципе, вчера об этом говорил. Если посмотреть со вчерашнего дня, вот здесь мы были. Здесь у нас на индикаторе образовывалась даже не дивергенция, а вплотную мы были прямо на одном уровне. И по прошествии нескольких часов индикатор попер вверх, что говорит о том, что волна у нас решила пойти подальше, повыше. И торговать здесь, кроме как подтягивать стопы, думаю, никак уже не получится, если только короткие трейды совершать. Тем не менее, объемы падают, на это тоже стоит обращать внимание. Цену тащат наверх, но объемов все меньше и меньше. Но они по-прежнему есть всплесками. Что можно сказать? Подтаскивайте стопы, увеличивайте прибыль, сохраняйте свой заработок. И при развороте вот обновляю зону, в которой можем развернуться. Могу только предположить, что если движение продолжится выше, то вот этот уровень по Фибоначчи может совпасть с отмеченным уровнем поддержки, и вот так мы его потом красиво протестируем как раз таки в расчетную зону и пойдем выше. А это значит, что мы можем дойти даже вот до 2.2, 2.18 где-то так. Но пока загадывать не будем, оставим как есть. Вот такие зоны по Ripple. Небольшие коррекции, дозакупаться не дают. Но, в принципе, зато и стопы не сносят. Идем выше, увеличиваем прибыль. Посмотрим Dash. В комментариях попросили вспомнить, что у нас по Dash. По Dash у нас... Сейчас посмотрим, у нас здесь дно было пробито. У нас здесь дно не было пробито. Поэтому здесь может быть два сценария. Они оба наверх. Первый вариант — это то, что коррекция вот так закончилась. И это развивается 1, 2, 3, 4, 5 в волне 5 старшего порядка. Либо это была волна B, волна C, и волна 1 затесалась где-то вот здесь. Либо это вообще вся волна 1. Очень уж она большая, поэтому думаю, что первый вариант более правдоподобный. И как основной я оставлю его. Что вот это была волна 1, 2, так как здесь лой не пробит, только что посмотрели. Давайте посмотрим, куда у нас ожидается волна 3. Но вот волна 3 в таком расчете у нас вот ее зона. Но она пошла немного повыше. Смотрите, здесь понижение объемов, дивергенция, все как мы любим. Появились признаки, которые могут предшествовать коррекции. Сейчас у нас развивается волна 3 в таком случае. И если допустить, что развернемся прямо отсюда, то вот зона коррекции, куда мы можем сходить. И последующий рост в таком случае можно ожидать вот до данных уровней. То есть 350, предыдущие пики. На это все стоит обращать внимание, на круглые цифры. Отмечу пока предварительную расчетную зону вот сюда. Вот такой сценарий по Dash предварительно, если все разметили правильно. Посмотрим Polkadot, что у нас изменилось с последнего сценария, последнего прогноза. Практически пока ничего. Также 1, 2, 3, 4 и расчетная зона. Вниз мы не ушли. Находимся в рамках четвертой волны, либо начале
5-й волны. Лой не обновили, поэтому расчетная зона также в силе находится вот здесь. И по Polkadot сценарий все тот же. Достижение расчетной зоны. Стоит посмотреть российский рубль. Он у нас на днях укрепился резко. Казалось бы, на чем, да? На чем он может укрепляться? Все плохо. Но какая-то незначительная новость о том, что Байден что-то там хочет встретиться, что-то обсудить с нашим Володей. И рубль укрепился на пустом месте. И пришел 3 волны, коррекционная формация, пришел в расчетную зону, где вполне вероятно может получить заходной и развернуться, пойти дальше наверх курс. Пока по рублю все по прогнозу, все по плану. Даже это укрепление было прогнозируемо. Вчера не успели посмотреть фил, смотрим сегодня. Так, мы его не смотрели раньше, похоже. Давайте посмотрим более глобально. Так, он у нас новенький, несколько месяцев всего, поэтому истории у него нет. Ну, глянем, что имеется на дневках. На дневках у нас он нарисовал... Так, у нас слой где? Ну, примерно на этих уровнях. Это значит, что, возможно, это была волна 1-2. Идем 3-4-5. 1 здесь, 2 здесь. Получили рост объемов, рост индикатора. Это значит, мы в волне 3. Завершения не видно. Рассчитаем, куда возможна коррекция. Коррекция возможна в данную зону. Мы ее посетили. Так, на что это похоже? Это похоже, что у нас не глобальная такая четверка, а вот четверка вот это. Так, вот она, коррекционная зона. Мы находимся в ней. Получили 3 волны вниз. Получили заходной. Получили откат. Можно попробовать все это дело лонгануть. Но опять-таки здесь есть 2 варианта. Оба они наверх, но второй вариант подразумевает еще одно снижение. Давайте нарисую. Один вариант, что это А, Б, С, и мы идем развивать 5 волн наверх. Второй вариант, что это 3 волны сюда, 3 волны сюда, и пойдем дальше вниз, после чего уже заходной и 5 волн наверх. Такое тоже возможно. Чтобы не пропустить движение, если прям вы хотите войти в эту монету, можно заходить с текущих уровней, с расчетом идти наверх, со стопом за основание, чуть-чуть ниже основания данного заходного импульса. Наверх это куда? Давайте предположим, что коррекция здесь завершилась. Получается, наверх это вот сюда. Расчетная зона находится на данных уровнях, но, как я всегда говорю, предыдущие пики имеют значение, поэтому стоит обращать на них внимание, и развернуться можем вот отсюда. Посетить предыдущий хай, после чего пойти на коррекцию. Но пока оставим уровни расчетной зоны. Так, по филу все. Что еще посмотрим, что я отметил в комментариях. Биткоин Кэш просили. По биткоин кэшу вот пример неудавшегося прогноза. Вообще ни туда, ни сюда. Единственное, конечно, вот такое, скорее всего, здесь было. Вот здесь была волна 1, вернее, волна А. Здесь волна Б, волна С. И вот дальше мы пошли наверх. Коррекция не стала такой продолжительной, как я ее ожидал. И от уровня мы отбились и пошли выше. Но здесь как на дэше. Лой не был пробит, поэтому здесь вполне возможно, что это была волна 1, 2, 3, 4, 5. Вполне возможно и такое. По крайней мере, график нам сейчас именно это показывает. Лой не пробит, заходной импульс, трехволновой откат, рост индикатора, рост объемов. Характерно все это дело третьей волне. Идем наверх. Дивера пока нет. Завершение третьей волны пока не наблюдается. Давайте хотя посмотрим на то, сколько у нас это длится. Так, 126 баров. Эта настройка еще, похоже, даже не завершилась. Давайте промерим, куда у нас ожидается движение тройки. Ну, расчетную зону также пробили. Вот она здесь была, расчетная зона. Мы ее здесь пробили, получили дивер. Здесь бы я бы говорил, что пора бы выходить. Здесь посетили зону, получили дивер, падение объемов. Как всегда, пошли в растяжение. Бычий рынок, что сказать. В любой момент можем как грохнуться, так и полететь на Луну. Пока по биткоину, по биткоин кэшу. Идем дальше.
растягивать третью волну. На какой уровень стоит обратить внимание, так это вот на данную зону. По Фибоначчи 2618 сюда вполне можем прийти, после чего получить откат. Куда будет откат, пока смотреть рано, так как еще непонятно, даже признаков нет разворота тройки. По биткоин кэшу пока наверх. К тому же даже после коррекции, пока график нам рисует, что мы вполне можем рассчитывать и на пятую волну наверх. Такой прогноз по биткоин кэшу. Stellar смотрим. Так, по Stellar старый прогноз. Ну вот мелочевку что-то я тут рисовал. Мелочевка. Давайте посмотрим, отыграла, не отыграла. Хотя что не отыграла, наверх же рисовал. Вот она зона. Вот мы сюда и пришли. 3 волны вниз коррекции и пошли дальше. Здесь все нормально, все по плану. Если смотреть более глобальный сценарий, то здесь он также актуален. Глянем на дневках. Так, здесь пока индикатор не пробили. Индикатор не пробили, объемы понижаются. Это похоже на пятерку в тройке. Давайте посмотрим ее подробнее. Пятерка в тройке. Так, повышенные объемы, характерны третьей волне. Идет пятерка, это значит с большей вероятностью тройка в пятерке. 1, 2, 3, 4, 5. Пока видно так. Промеряем зону. Зону, естественно, вот здесь мы пробили и пошли выше. Вышли за уровень сопротивления. Здесь у нас имеется небольшой дивер, поэтому схематично оставлю вот такой вариант. Район 2618 это следующая зона, куда мы можем прийти по Stellar в рамках третьей волны. Затем, возможно, коррекция как раз это и будет являться тестом сверху уровня сопротивления и поход дальше. И здесь уже смотрите, пятая волна в пятой волне третьей волны. После данного движения, если оно случится, нас ожидает неплохая коррекция вниз. Пока все выглядит именно так. Вот такой прогноз по Stellar. Так, следующая монета. И вот эти еще 4 монеты посмотрим. Аудио. Смотрим на месяцы. Так, монеты у нас, как всегда, все они новички. Все недавно залистены на Binance. И мы находимся сейчас в коррекции. Это именно коррекция, а не завершение всего роста. Так, ну вот это похоже на волну 1.2. Схематично отметим, потому что тройка у нас, как всегда, если смотреть вот эти монеты, которые новички, они 1.2 и полетели в тройку. Опять-таки, это не завершение тройки. Это может быть вот такой штукой. Но вот единица либо здесь, либо здесь. Ну давайте поменьше поставим. Вот это больше похоже на единицу. Даже здесь мы пролетели выше. Пока похоже вот на такую штуку. То есть это 1.2, 1.2. Еще раз 1.2. И вот здесь снова была 1.2. Вот этот рост был похож на тройку. Здесь даже еще можно 1.2 растянуть. Здесь растяжение на растяжение в этой монете. Но меньший таймфрейм смотреть не буду. Остановимся на данном варианте. Хай не пробит, то есть мы ударились практически в уровень, где находится пик волны 1. Значит, все нормально, сценарий не отменен. И получаем здесь неплохой заходной на объемах. Если принять здесь, что вот лой не пробит, и это была укороченная какая-нибудь волна во второй тройке коррекции, и вот отсюда у нас начинается заходной, то есть неплохой вариант. Объемы, вот что нравится здесь, объемы. На объемах мы дали хороший прострел наверх. Если бы я хотел заходить в эту монету, то я бы заходил. Данные уровни неплохие для входа, с расчетом наверх. Стоп за данный уровень. Ну, если перестраховаться, то можно вот и за данный уровень поставить. Наверх зону сейчас отмечу. Расчетная зона, куда можно ожидать движения в рамках вот этой пятерки в волне 3. Это вот она отмечена зона. Как раз она совпадает с пиками предыдущими на тройке. Так что вот он уровень для выхода, если бы я заходил. И все пошло по плану. Вот такой прогноз по аудио. Идем дальше. Митрил. Еще одна монетка. Помпанутая, так сказать. Отметим пару уровней. Смотрим на дневках. Так, где у нас лой? Лой у нас здесь. Значит, от него и считаем. 1, 2, 3, 4, 5.
Вышел Митрил погулять. Пробил он эти два отмеченных уровня. Так, смотрим. Здесь у нас еще 1, 2, 3, 4, 5. Отметим другим цветом. Так, что у нас здесь получается? Так, это у нас дневки. Смотрим на 4 часах. Вся эта красота у нас достаточно долго длится. Было множество импульсов, но давайте посмотрим и отметим вот этот максимальный, как еще один импульс. Ниже таймфрейма ковырять уже не хочу. Так, смотрим. Вот это вот розовый импульс считаем. Так, зоны пробиты. Находимся в коррекции. Здесь вполне возможно была укорочена какая-нибудь 5-я волна, поэтому пик поставим вот сюда. Так, пришли мы в расчетную зону. Совпадает с уровнем сопротивления. Заходного пока на этом графике не видно. То есть мы идем вниз. 1, 2, третью волну рисуем. Но пока ни выхода объемов, ни заходного. Стоит наблюдать, пока входа здесь нет, но уже монета для того, чтобы за ней смотреть. Пока вот такой прогноз по Митрилу. Идет коррекция после пампа. После заходного можно рассматривать лонги со стопом за основание заходного импульса, как обычно. Дальше смотрим фронт. Месяц. Большие откупные тени вниз, вернее сверху. Здесь у нас также запампили, скатились 2 раза вниз. Сейчас торгуемся примерно на половине. Так, что у нас на 4 часах? Где у нас лой? Так, ну тут прям отсюда, что ли, считать? Давайте отсюда прикинем. 1, 2, 3, 4, 5. Начало импульса прямо с начала графика. Красиво. Сколько это все длится? Очень долго. Так, вот здесь похоже на еще одну волну на начало импульса. Но тут такая же ситуация, как и с многими монетами. Опять растяжение на растяжение. Все из-за того, что вот здесь был такой огромный памп. Так, ниже лезть не буду. Допускаем, что здесь завершилась волна 3 в рамках вот этой данной волны. И сейчас мы находимся в большой такой продолжительной коррекции в четверке. Но вот здесь выход объемов похоже на заходной импульс, который может всех осчастливить, если продолжится импульс и мы пойдем наверх. Есть неплохой вариант. Если была эта волна 1, то 1, 2, стоит ожидать 3, 4, 5. 3, 4, 5, у нас сюда 3, куда-нибудь недалеко 4, дальше 5. Все, что можно здесь рассчитать, это предполагаемую зону третьей волны, вот она здесь. Данный сценарий пока актуален, так как не пробиты лои после предполагаемого заходного импульса. Если же входить с данных уровней, например, прям взять, тупо купить, но скорее всего я бы этого не советовал. Лучше дождаться еще одного какого-то локального заходного импульса и уже на откате брать и идти наверх. Последить можно. Но это уже ваше дело. В любом случае, стоп за основание вот этого импульса. И поход наверх. Пока расчетная зона, вот она. Даты не смотрим, смотрим ценовые уровни. И последняя монета на сегодня — Коти. Смешное название, но не смешной рост. Возможно, кто-то стал миллионером, пропампив данную монету. 1, 2, 3, 4, 5. Данное движение похоже вот на такую структуру. Сейчас посмотрим на 4 часах. Ну да, скорее вот здесь. 1, 2. Здесь, возможно, еще 1, 2. Но смысл в том, что здесь был дивер, здесь было завершение третьей волны. Находимся в коррекции. Коррекционная зона. Мы в ней. Мы пришли в расчетную зону, куда должны были прийти. Что сейчас стоит делать? Это наблюдать за рынком. Здесь уже дивера на рост, но пока не взрыва объемов, не заходного импульса. Здесь была трехволновка, это не заходной. Здесь также пока точки входа нет. Нужно ждать заходной, на откате брать. Наверх, стоп за основание. Пока заходного нет, еще раз повторю. Так как заходного нет, предполагаемого разворота нет и цели на рост также, кроме как предыдущие пики, пока смысла рассчитывать также нет. Такие дела. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, колокольчики, все дела. Удачной торговли и счастливо!